Приветствую вас на канале Молот Оружия и спасибо, что смотрите. Мы уже рассказывали про спортивный карабин ВПО 155 СП калибра 223 Ремингтон. В этом видео я расскажу о базовом его исполнении ВПО 155. Итак, давайте рассмотрим его подробнее. ВПО 155 – это доработанная и улучшенная версия карабина ВПО 125 калибра 223 Ремингтон. Карабин выпускается с разными длинами стволов – 350, 420, 520, 550, 590 и 700 мм. Этот карабин с длиной ствола 520 мм. Вес карабина в таком исполнении 4 кг 500 грамм. Давайте рассмотрим изменения, которые внесли в ВПО 155. Первое – это усиленная ствольная коробка и, соответственно, усиленный вкладыш ствольной коробки. Это позволило использовать в карабине более толстый ствол. В свою очередь, это положительно сказывается на живучести ствола и кучности стрельбы. Ствол карабина оснащен левосторонней резьбой 14 с шагом 1. Ствол хромирован. В канале ствола имеется 6 правосторонних нарезов с шагом 229 мм. Запирание канала ствола осуществляется на 2 боевых упора. Второе. Ударно-спусковой механизм в карабине имеет ось с рычагом автоспуска, отвечающая за безопасность выстрела, которая исключает спуск курка при незапертом канале ствола. Третье. Для надежной подачи патронов в патронник имеется направляющая сухарь. Четвертое. Боковая планка для крепления кронштейна оптического прицела установлена на 3 клепки. Карабин выпускается как с алюминиевой планки Пикатинни на откидной крышке ствольной коробки, так и без нее. Это были 4 основных изменения в ВПО 155. Так же, как у большинства моделей Вепрь 1В, для удобства транспортировки приклад складывается в левую сторону. На карабинах с длиной ствола 350, 420, 520 в ствольной коробке имеется блокиратор, не позволяющий вести стрельбу из карабина со сложенным прикладом. Сначала давайте отстреляемся с прицелом, установленный на кронштейн, на боковую планку. При установке прицела будьте внимательны, чтобы сам кронштейн здесь вот снизу был затянут достаточно плотно, иначе он будет гулять и у вас будут неконтролируемые отрывы. То есть как он должен быть затянут? Устанавливаете прицел, и он должен заходить с натягом достаточно большим. И только в этом положении вы его уже фиксируете и затягиваете еще больше. То есть когда он плотно садится в расслабленном состоянии на планку, только потом его еще можно дозатянуть. Итак, давайте сделаем несколько серий на дистанцию 100 метров. Стрелять буду патронами Барнаул с массой пули 3,56 грамма, пуля FMJ. Карабин комплектуется 45-местным вот таким магазином, но с ограничителем на 10 патронов. Из-за его габаритов не очень, конечно, удобно стрелять со стола, вернее, совсем неудобно, поэтому приходится подкладывать под приклад. Вот я сделал себе вот такую подушку, чтобы просто магазином не касаться стола. Почему 3? Я 3 снарядил, что ли? Ну вот, какая-то у нас беда случилась. Да, я не понял, что случилось, но...
Это последний, да? Ну вот, как раз. Но мы сейчас перестреляем, сделаем вторую серию, потому что произошла задержка. Я подумал, что это не выброс гильзы, но на самом деле патрон подался. И, возможно, был недозакрыт затвор, поэтому не происходил выстрел. Ладно, это у нас 6,5. Да, тут неплохо 3. Так, вторая серия. 6 сантиметров. Все. На самом деле это не вторая серия, а серия 4, но лучше сделать у меня не получается. Я не знаю, в чем причина. Может быть, это криворукость. А может быть, ну, не самый лучший кронштейн и прицел. Ну, скорее всего, наверное, первый вариант. Сейчас мы поменяем прицел. Я поставлю прицел Tridgicon на планку вивера на крышке ствольной коробки. А сейчас делаем 2 серии по 4 выстрела вот с прицелом Tridgicon, установленным уже на крышку ствольной коробки. Я его вроде пристрелял, но снимал, устанавливал, поэтому сейчас 2 серии посмотрим, куда ушло СТП. Вот. Потом я подкорректируюсь, сделаем 1 серию из 4, я подниму крышку, пошатаю ее, опущу и сделаем еще 1 серию из 4 выстрелов, посмотрим, смещается ли СТП. Так, поднимаем крышку. Результаты с прицелом Tridgicon чуть-чуть получше вышли. Первая серия 4,5, вторая. После первой серии я поднимал крышку, покачал ее, опустил. Вторая серия 6,5, но я думаю, что это я сорвал просто. СТП, я бы не сказал, что оно ушло. То есть, в принципе, возможно, это я так целился. Получается 1,5 сантиметра. Здесь 2 сантиметра. Может быть, он чуть-чуть отошел. Но планка на крышке ствольной коробки позволяет устанавливать прицелы
до 500 грамм. Этот прицел весит 430 с небольшим грамм, поэтому это вполне допустимо. С прицелом 3G-Con, конечно, целиться было гораздо комфортнее, потому что там есть такая острая галка, и она не закрывает точку прицеливания, в отличие от Yukon. Мы покажем вам сетки, чем они различаются. Возможно, и результат тоже связан конкретно уже с маркой самой. Калибр 223 Remington применяется для любительской и промысловой охоты. Имеет стабильно высокую кучность боя и малый импульс отдачи. А так как это самый популярный патрон в практической стрельбе, молот оружия сделал спортивный карабин под индексом ВПО 155 СП. Видеообзор этого карабина, подготовленный с мастером спорта по практической стрельбе Александром Шароваевым, есть на нашем канале. Оставайтесь с нами и следите за новостями. До встречи!